Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я хочу показать вам вязание одного узора. Я для себя выбрала очередную модель, которую я хочу связать. Я вам картиночку вставлю на экране. Вот такой вот интересный пуловер. Но я не знаю, хватит ли мне на такой пуловер ниточек. Далее я посмотрю уже, либо это будет действительно пуловер, либо это будет просто жилетка. Ну, а сегодня я хочу показать вам, как вяжется вот этот интересный узор. Наверное, все вы уже знакомы с этим узором. Это у нас полупатентная резинка. Идет 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная. Но самое интересное, что здесь изнаночная петля или петля. Многие мне делают замечания, но хочу сказать, что в русском языке можно делать как ударение на первый слог, так и на последний. Итак, вот эта изнаночная петля. Вот посмотрите, видите, как она вот здесь выглядит? Здесь она выглядит как жемчужный узор. Вот в этом и заключается такое вот некое отличие от стандартной полупатентной резинки. Узор очень легкий, вяжется очень быстро. Я вам вставлю сейчас оригинальную схему, которая шла вот именно к основной модели. Но я маленько для себя нарисовала чуть-чуть по-другому. Я решила все-таки сделать, так как у нас вот здесь есть кубики платочной вязки, и идут они в шахматном порядке. Я решила все-таки сделать схему чуть-чуть, немножко побольше, чтобы более было понятно. Итак, вот смотрите, я для себя зарисовала вот эту схему. Вот она. И здесь как раз вот присутствуют вот эти островки, кубики платочной вязки. Вот один кубик и второй кубик, которые идут у нас в шахматном порядке. Так, схема у меня это представлена для вязания по кругу, но я вам сейчас буду показывать для поворотного вязания. Вот здесь смотрите, девчата, в нечетном ряду у нас провязываются петли изнаночными, а в четном ряду провязываются лицевыми. Это для кругового вязания. При поворотном вязании в нечетном ряду все петли, которые у нас указаны лицевыми, мы будем их провязывать изнаночными. А все петли, которые у нас показаны изнаночными, мы их провязываем лицевыми. Итак, первый ряд раппорта узора, нечетный ряд. Провязываем одну лицевую, следующую лицевую снимаем вместе с накидом. Лицевая снимаем вместе с накидом. И так 5 раз. Последняя у нас будет лицевая, 5 изнаночных. И повторяем еще раз вот эти 11 петель. Лицевая, следующую лицевую снимаем с накидом, лицевая снимаем с накидом. Первая петля у нас кромочная, я ее снимаю. Следующую провязываю лицевой. Первая у нас лицевая. Затем делаю накид, накидываю рабочую нить на спицу и снимаю лицевую петлю. Все. Следующая петля лицевая. Накид на спицу и снимаю лицевую. Вот таким образом. И так я повторяю 5 раз. Лицевая. И следующие 5 петель я провязываю просто изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала. И повторяю 11 петель нашего раппорта узора. Лицевая, снимаю лицевую вместе с накидом. Лицевая, снять с накидом. Лицевая, снять с накидом. И так я делаю 5 раз. Повторяю.
И последняя у нас лицевая петля. Все. Далее у нас кромочная. И разворачиваю вязание. Второй ряд, то есть изнаночный ряд. Кромочную снимаю. И первую петлю по схеме узора для кругового вязания мы должны провязать ее изнаночной. Но так как мы вяжем поворотным вязанием, мы провязываем ее лицевой петлей. И таким образом у нас получается жемчужный узор. Итак, первая лицевая. Затем, посмотрите, вот у нас петля, которую лицевую мы снимали вместе с накидом. Вот у нас накид и вот петля. Мы их провязываем вместе изнаночной петлей. Далее лицевая и петлю с накидом провязываем изнаночной. Лицевая, следующие две провязываем изнаночной. Итак, вяжем 5 раз. Провязали 5 раз. И последняя у нас с вами должна быть лицевая. Следующие 5 петель, которые мы провязывали с вами изнаночными петлями по лицевой стороне, здесь опять же мы их провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем первые 11 петель. Лицевая, 2 петли, вернее петля с накидом вместе изнаночной. Лицевая, петля с накидом вместе изнаночной. Итак, вяжем до конца 5 раз. Последнюю петлю провязываем лицевой и кромочная петля. Все. И разворачиваем вязание на лицевую сторону. Далее, девчата, смотрите по схеме узора. По схеме узора мы с вами провязали первый ряд и второй ряд. Третий ряд и пятый ряд мы провязываем так же, как первый. И четвертый ряд провязываем так же, как второй. В шестом ряду здесь у нас уже, посмотрите, здесь у нас уже провязываются петли вот в этом квадратике немножко по-другому. Итак, провязываем сейчас третий, четвертый, пятый ряд и в шестом ряду с вами встретимся. Дошли до шестого ряда, кромочную снимаем и также провязываем 5 раз лицевая, петля с накидом, изнаночная, лицевая, петля с накидом, изнаночная. Провязала я 5 раз. Если кому неудобно, можете отметить маркерами, чтобы не запутаться. Итак, вот довязала я, провязала последнюю петлю с накидом вместе и лицевая. Все. Теперь смотрите, 5 лицевых, которые мы провязываем по изнаночной стороне изнаночными, здесь в шестом ряду мы их провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше следующие 11 петель. Лицевая, петля с накидом, изнаночная. Итак, 5 раз вяжем. Последняя у нас с вами будет лицевая петля. Так, вот я довязываю. Лицевая и кромочная. Все, провязала. Разворачиваем вязание. И следующий, седьмой ряд, ну, совсем очень простой. Это у нас полупатентная резинка. Кромочную снимаю. Так, снимаем кромочную. И вяжем лицевая. И следующую лицевую снимаем с накидом. Лицевая, лицевую снимаем с накидом. И так вяжем до конца ряда. Лицевая,
с накидом снимаем следующую лицевую, лицевая, следующую лицевую снимаем с накидом. Довязали до конца ряда, последняя лицевая и кромочная. То есть здесь все петли, в том числе и петли вот этого центрального кубика, который мы вяжем платочной вязкой, также провязываем. Лицевая, петлю снять с накидом, лицевая, петлю снять с накидом. Так, разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем следующим образом. Здесь, я думаю, здесь уже все понятно. Кромочную снимаем и провязываем, как и предыдущие. Только будем уже провязывать все петли. Лицевая, следующую петлю с накидом провязываем вместе. Лицевая, петлю с накидом, лицевая, петлю с накидом провязываем изнаночной вместе. И так вяжем до конца ряда. Следующий 9 ряд провязываем как 7, и 10 ряд провязываем как вот 8 ряд. То есть повторяем еще 2 ряда. 11 ряд. Первую кромочную, вернее, мы снимаем и вяжем следующим образом. Смотрим на схему. Первую петлю провязываем лицевой, следующую с накидом снимаем и еще одна лицевая. И следующие 5 петель провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5. И далее вяжем следующим образом. Лицевая, петлю снимаем с накидом, лицевая, петлю снимаем с накидом, лицевая, сняли, лицевая, сняли. Все. Вот у нас как бы основной раппорт узора. И повторяем. Лицевая, петлю сняли с накидом, лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь, девочки, у нас остается 3, смотрите, 3 петли. Это как раз 3 петли от начала раппорта. Лицевая, петлю снимаем вместе с накидом, лицевая. Все. И кромочная. Кромочную провязываю я за заднюю стенку. Так, посмотрите, такой вот краешек получается, вот такой вот ровненький край. Так, 12 ряд. 12 ряд. Первую петлю провязываем лицевой, следующую петлю с накидом провязываем изнаночными и лицевая. Вот они, 3 петли. Следующие 5 петель провязываем изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И поехали дальше. Снова лицевая, петлю с накидом провязываем изнаночной, лицевая, петлю с накидом изнаночная и так далее. Лицевая петля с накидом изнаночная, лицевая петля с накидом изнаночная. Так у нас здесь получается 5 раз, да? И лицевая. И следующие 5 петель провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Дальше петля с накидом провязываем изнаночной, лицевая и кромочная. Все. И таким образом продолжаем вязать дальше. Ну и вот то, что у нас с вами получается. Думаю, что не такой сложный узор.
Вот мы сейчас с вами провязали 11-12 ряд. Вот они. И дальше 13 и 15 ряд вяжем как 11, 14 ряд вяжем как 12 и 16 ряд то же самое как 12, только вот здесь мы 5 петель провязываем лицевыми петлями. То есть по изнаночной стороне будем провязывать лицевыми петлями. А дальше смотрите, 17, 19, вернее 17, 18, 19, 20 точно так же провязываем как 7, 8, 9, 10. То есть ничего совершенно сложного в схеме нет. Единственное, может быть, да, здесь будет, может быть, неудобно в том плане, что схема зарисована у меня для кругового вязания, а показываю я вам поворотным вязанием. Ну, здесь, надеюсь, вы сообразите. То есть петли, которые мы провязываем, лицевые петли в лицевой, по лицевому ряду лицевыми, по изнаночному ряду мы также будем их провязывать лицевыми. И наоборот, все петли, которые провязывали мы изнаночными, в изнаночном ряду мы их также провязываем изнаночными. Ну, вот такой вот интересный узор у нас получается. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным, и вы будете использовать данный узор в своем творчестве, в своем вязании. Всем творческих успехов, дружных спиц, веселых петель. Пока-пока. До новых встреч.